Шановні викладачі, студенти факультету економіки і менеджменту, колеги, я хочу представити сьогодні взагалі надзвичайно приємна подія. До нас приїхав наш добрий друг, людина, яка працювала на факультеті цілий рік, професор Грегорі Гарднер, професор Державного університету штату Йорк в Потсдамі, який надзвичайно багато нам допоміг при встановленні системи освіти, системи підготовки економістів, менеджерів з урахуванням світового досвіду, найкращих традицій американської наукової школи, європейської наукової школи, тому що Грег багато буває і в Європі. І сьогодні ми хочемо, щоб студенти нашого університету, факультету економіки і менеджменту, факультету фізики, математики, інформатики, викладачі, мали змогу почути про те, як розглядається сьогодні проблема взаємовідносин Сполучених Штатів Америки і України в контексті того, що відбувається. Ми навіть лекцію назвали США, Україна, стан та перспективи в умовах глобалізації. Тому я надаю слово професору Грегорі Гарднеру для виступу. І, будь ласка, готуйте питання. Грег завжди з задоволенням відповідає на всі питання. Можливо, щось для вас є цікавим. Good morning. Доброе утро. Is everyone awake? Все проснулись. Today, Понедельник. І тяжелий. I'm very, very pleased to be here. Мне очень приятно быть здесь. I was a teacher here many years ago, Много лет назад я преподавал здесь. and I have many friends among the faculty У here. меня много друзей здесь на факультете. It's always a pleasure to be back at Kherson State University. И мне всегда приятно возвращаться сюда снова, в Херсонский университет. Today I will talk about Сегодня я буду говорить some current issues in the global economy, о глобальной экономике, some things that I think are of interest to students of economics. о тех вещах, которые, я думаю, интересны студентам. And then we'll talk a little bit about what those may mean to Ukraine. И потом мы поговорим о том, что это, как это относится к Украине. And then I hope you will ask me some questions. Я надеюсь, что вы будете задавать вопросы. If you have a question during the lecture, Если у вас будут вопросы во время лекции, please ask me. пожалуйста, спрашивайте. You won't interrupt my thoughts. Вы не собьете меня с мысли. I do this for a living. I'm a professional. Это моя работа, и я профессионал. And if you ask me questions, I know that you're awake. Если вы будете задавать вопросы, я знаю, что вы не спите. I understand that you're, I think, all students of economics, Я думаю, что здесь есть студенты-экономисты, but different years. но разных курсов. So I will try and not make this a very technical presentation. И я не буду использовать очень много терминов. I don't plan to write any mathematical formulas.
И не собираюсь представлять вам какие-то математические формулы. But if you have a technical question, I'll try and answer it. Но если у вас будут вопросы технические, пожалуйста, задавайте. Is this okay? I didn't bring a PowerPoint presentation. У меня нет презентации PowerPoint. I've heard from a lot of people that Americans are helpless. We can't do things well, helpless. We need technology. Я слышала от многих, что американцы в основном используют технологии. Yes. I'm going to show you that we can work with chalk. Я собираюсь показать вам, как работать с мелом. The first thing I think that might be of interest to you, but is very interesting to the rest of the world. Первое, что самое интересное вам и всему миру, That's the ongoing crisis with the euro. это кризис, который идет сейчас в Европе. And which today is really a crisis with Greece, the nation of Greece. Yes. Который также происходит и в Греции. I'm not sure if Greece will be able to remain part of the eurozone. Я не уверен, что Греция сможет пережить этот кризис. They have been working very, very hard to. Они очень сильно стараются, прикладывают все усилия. But I don't think it's enough. Но я не думаю, что этого достаточно. Their debts are very, very great. Их долги очень большие. The rest of the world is unwilling to loan them more money. И мир не хочет больше одалживать им деньги. But because they continue to use the euro, но так как они продолжают использовать евро, and the euro remains a very strong currency, и евро остается очень сильной валютой, it makes it very difficult for Greek products to be competitive. Очень трудно производству Греции оставаться конкурентоспособным. And so I suspect they can't solve their problems И я так подозреваю, что они не могут решить свои проблемы without moving away from the euro. без того, чтобы уйти от валюты евро. Angela Merkel, Germany, president, Президент Германии, she seems determined to keep Greece in the eurozone. She's determined to keep them using the euro. она поддерживает то, чтобы Греция оставалась валютой евро. This is not because she likes the Greek people. Это не потому, что ей нравятся греки. Germany gains great advantages from having Greece in the euro. Германия получает большую прибыль от того, что в Греции валюта евро. Because the weak Greek economy pulls the value of the euro down. Слабая греческая экономика Греции понижает курс евро. A very, very strong German economy tries to pull it up. И очень сильная экономика Германии старается поднять этот курс. If Germany had its own currency, Если бы в Германии была собственная валюта, that currency would rise in value. и их валюта бы была очень высокая в цене. And this would make German products uncompetitive. И тогда бы производство Германии было бы неконкурентоспособным. Which would help slow the growth of the German economy. Это бы замедлило рост экономики Германии. And it would give them an incentive to import products. И это бы сподвигло их к использованию большего импорта в стране. But Germany doesn't want to import products. Но Германия не хочет импортировать. They like to export products. Им нравится больше экспортировать. And so having Greece in the euro И то, что Греция пользуется евро, makes it much easier for Germany to export. это делает, помогает Германии в экспорте. Poland
шарить німецький експорт. The real reason this is interesting to anyone besides Greece and Germany Также не только Греция и Германия от этого выигрывают. it's telling us a lot about using single currencies, like the euro. It was an experiment. We're now learning the problems with a single currency in many nations. Очень выгодно всем использовать единую валюту. And the news is not looking good. But the information that we're learning is not. Doesn't look good. Yes, what we're learning from the euro. И то, чему научило использование евро, сейчас кажется не очень хорошим. The European Union launched the euro. They created the euro. Европейский Союз создал валюту евро. And everyone thought this would be a wonderful experience. И все ожидали, что это будет замечательным опытом. And that it would help the economic growth of all of those countries. И это поможет экономикам всех стран. And they thought the euro would be a currency that could challenge the US dollar. И они думали, что евро сможет быть конкурентоспособным к доллару. And for a time, it looked like this would happen. И некоторое время так и было. But in the face of a global recession, Но в контексте глобальной рецессии, спада, the differences in economies within Europe возникла разница в развитии экономики в Евросоюзе. have begun to pull the euro apart. И евро начало падать. I think the euro will survive, Я думаю, что валюта евро выживет, even if Greece has to leave the euro. даже если Греция выйдет из Евросоюза. But I think in the future we will hesitate to form more currency unions. Но я думаю, что в будущем лучше будет создавать больше валютных союзов. So, right now I think it might be very good for Ukraine to be a member of the European Union. Сейчас я думаю, что очень перспективно для Украины быть членом Европейского Союза. But I think you should be very glad you're not part of the Eurozone. Но я думаю, что вы должны быть рады, что вы не являетесь частью еврозоны, использования евро. So Greece has taught the world an important lesson. Греция дала миру полезный урок. Nations should only share a currency Страны должны разделять валюту when they have very similar economies. только тогда, когда у них экономика на одном уровне. It makes good sense for Germany, France, and Holland to share a currency. Это было бы хорошо для Германии, Франции, Голландии. But it doesn't work when you add in Italy and Greece Но это не сработало в Греции, because economies are very different. потому что уровень экономики другой. And I hear a lot of people talk about the idea of a world currency. Я слышала о том, что люди говорят о том, что было бы хорошо иметь мировую валюту. And it's kind of like having a world language. Это точно так же, как иметь один мировой язык. It sounds like a really good idea. Это похоже на хорошую идею. We could get rid of all currency issues. И мы бы избавились от различных валютных проблем. And students of international economics И студенты международной экономики would not have to study currency. не должны были учить валюту. So you could get your diplomas 6 months sooner. И вы бы получали дипломы на 6 месяцев быстрее. But I don't think it can work. Но я думаю, что это не сработает. A global currency would have more problems than the euro has right now. Так как мировая валюта была бы более проблематичной, чем евро сейчас. So you're all going to have to get your diplomas on the usual schedule. И вы получите все дипломы как по плану, да. So the world currency market right now is a very interesting place. The world currency market.
Рынок мировой валюты сейчас находится Очень интересное место. в интересном уровне. The foreign exchange is about $6 trillion per day. 6 триллионов долларов в день. And that is so large, Это так много. no government in the world has the ability to control that market. И ни одно правительство в мире не в силах контролировать этот рынок. The market is controlled by pure economics, И рынок контролируется просто экономикой. supply and demand. Спрос и предложение. And Adam Smith, Адам Смит, you remember him? вы помните? Good. Слава Богу, Students of economics should remember Adam Smith. Студенты экономического отделения должны помнить. Homo economicus. And, Adam Smith now runs the global exchange market. Адам Смит сейчас управляет валютным рынком. And so governments now understand that they cannot control this market. И правительство сейчас понимает, что они не в состоянии контролировать этот рынок. So most governments are abandoning their attempts to control. И большинство правительств прикладывают все усилия, чтобы хоть как-то контролировать. And they allow their currencies to float freely, to move freely. И поэтому уровень валюты постоянно варьируется. And I know that your central bank allowed the hryvnia to float last month. И я знаю, что Нацбанк понизил курс гривны в прошлом месяце. And I know this has been very difficult. Я знаю, что это было очень трудно. And many Ukrainians missed the days when the currency was fixed. И много украинцев познали, что такое, забыли о тех днях, когда валюта была стабильной. But the experiences that you're having now with exchange rates, Но то, что сейчас происходит у вас в стране с валютой, they're actually quite typical for most of the world. это довольно-таки обычная вещь для большинства стран. Every year there are fewer and fewer countries who attempt to control their currency values. С каждым днем количество стран, которые могут контролировать курс, становится все меньше и меньше. So Adam Smith is winning the battle for global currency. И Адам Смит выиграл эту битву за мировую валюту. This means that I think students of international business and economics Я думаю, что студенты, которые изучают международный бизнес и экономику, are going to have to study currency for a long time. Должны изучать валютный рынок очень долгое время. I have suggested to Dr. Tutenko. Я предложил Мне. Наталья Анатольевна. Просто в Америке говорят, доктор Тютенко, доктор Байсо, доктор Саб, они вот так обращают. Доктор, да. I have suggested to our rector, Предложил ректор, who is a very good friend of mine, который мой хороший друг, that all the students at Kherson State University что все студенты Херсонского государственного университета should have to take extra classes in currency. должны получить дополнительные занятия по валютному рынку. Mostly on Saturday, I think. По субботам, я думаю. В Америке вообще много людей, да? Yes, that's right. Relax, it wasn't Это была шутка. But now I know you're awake. Теперь я знаю, что вы проснулись. The currency situation in the whole world Ситуация с валютой в целом мире is becoming more complex.
становится все более сложной. And I think it will continue to do this for some time. И я думаю, что так будет продолжаться на протяжении некоторого времени. So there will be opportunities to develop better techniques for managing currency risk. До того, как развьются новые технологии к преодолению различных валютных проблем. So that's the euro and currency. Это название валюты евро. Now, raw materials. Сырье. Which in English in the United States we often call these commodities. В США и мы называем эту сферу экономики как сырьевая экономика. These are products like steel. Это такие материалы, как сталь, Oil, нефть, copper, медь. things that they're made all over the world, Это то, что существует во всем мире, то, что производится в мире. but they're all the same. И везде одинаково. No one really cares if they have benzene in their car. Никто не задумывается, и пока у него есть бензин в машине, It's made from oil in the United States, что это сделано из нефти из Соединенных Штатов, oil in Venezuela, из нефти в Венесуэле, oil in Saudi Arabia. из Саудовской Аравии. Every liter of benzene is the same. Every liter. Каждый литр бензина одинаков. So these products, raw materials, Это производство и сырье compete on a global market. Конкурируют на глобальном рынке, создают конкуренцию на глобальном рынке. And they compete on the basis only of price. И создает конкурентоспособную цену. Nobody says, "Oh, I only use Ukrainian steel," Никто не говорит, что я использую только украинскую сталь, because it's higher quality. потому что она высшего качества. I never use Chinese steel. Я никогда не использую китайскую сталь. No one says that. Никто так не говорит. They just say which steel is cheap today. Говорят только о том, какая сталь дешевле. And this is important to Ukraine because Ukraine is a large producer of raw materials. Для Украины это очень важно, так как Украина является производителем сырьевых материалов. You export steel, Мы экспортируем сталь, a lot of minerals, много минералов, and coal, уголь a lot of grain, agricultural products. и много сельскохозяйственной продукции. And these are all raw materials for other products. И это сырье для производства других материалов. What we've seen in world markets in the last few years То, что мы увидели за последние годы на рынке сырья, has been a rapid drop in the prices of these products. наблюдалось резкое падение цен на эти материалы. Some of that is because the world demand for products has been lower. Это потому, что мировой спрос снизился. We've been in a recession, a global recession. И мы оказались в мировой рецессии. Many nations, however, have emerged from that, have come out of that recession. Много стран выбрались из этого периода, из этой рецессии, Including the United States. включая и Соединенные Штаты. Western Europe is almost out of that recession. И Западная Европа также почти вышла из этого состояния рецессии. They can see recovery right in front of them. И они видят уже свет в конце туннеля, да. And they're sort of dragging Greece with them. И выглядит так, что они как тянут Грецию за собой тоже. So demand globally has risen significantly in the last year. Спрос очень важен в последние несколько лет. But prices for raw materials remain low.
Но цены на сырье остаются также низкими. I think this will continue for some time. Я думаю, что это продлится некоторое время. And this is driven also by increased efficiency. Это и также из-за повышения Increase the efficiency of these production of these materials. из-за увеличения стоимости производства, New technology новых технологий and new demand or new processes. и новых процессов. The other thing that's very interesting, Еще что есть интересно, if you look at I'm going to draw one graph, я нарисую одну графу, but I won't put any numbers on it. но не буду говорить числа. Raw materials over the last 100 years have the volume of raw materials, the value of raw materials has increased steadily. Ценность сырьевых материалов увеличилась за последние годы. As the world economy has grown, Так как мировая экономика возросла, we have produced more raw materials. Стали производить больше сырья. The value of finished goods, of manufactured goods, Цена на готовые товары has increased much faster than the value of raw materials. Возросла намного быстрее, чем цена на сырье. You have to remember, И нужно также помнить, all of this value что все эти цены is made of that value. зависят от уровня сырьевой продукции. So the products that we buy become more and more valuable. То, что мы покупаем, становится все более и более дорогостоящим. But they use less and less raw material. Но производители используют все меньше и меньше сырьевых материалов. If anybody's ever seen an old computer, Если вы когда-нибудь видели старый компьютер, they're big. очень большой, And now we have something like this. а теперь у нас что-то такое, It has much more power. Здесь намного больше мощности, It's faster, быстрее, but it uses less raw material. но использовано меньше сырьевых материалов. So the difference between those two lines Разница между этими двумя линиями is the most exciting thing happening in the world economy today. это то, что наиболее захватывающе сейчас в экономике мировой. The difference between in the United States we call this innovation. В Соединенных Штатах мы называем это инновацией. The difference between this value and this value Разница между стоимостью продукции и сырья comes from new ideas. Происходит из новых идей, New designs, новых дизайнов, new technologies, технологий, new brands, новых брендов, all kinds of what we call intellectual property. Всех видов интеллектуальной собственности. And today in the United States И сегодня в Соединенных Штатах and in many other nations, и в других странах the most valuable thing we produce самая ценная вещь, которая производится, is new ideas, это новые идеи, innovations. инновации. There's an enormous trade in raw materials. There's a huge international trade in raw materials. Международная торговля сырьем. But there's an even larger trade in finished goods. И более развита торговля в готовой продукции. And I think most of the nations on Earth Большинство стран understand this, понимают это. and they're all trying to increase their ability
to generate innovation. И все страны пытаются повысить свою способность China Китай has grown their economy rapidly и экономика его, которая развивается очень быстро, because they have really cheap labor. потому что у них очень дешевая рабочая сила. China now makes half the steel in the world. Китай сейчас производит половину стали во всем мире. Some steel they export, Сталь, которую они экспортируют, but more and more they're trying to turn that steel into a finished good. и они пытаются перерабатывать эту сталь в готовую продукцию. And they're trying to increase their ability to design new innovations. И они также используют возможность творческих новых инноваций. It's not working very well for them right now, Сейчас это у них не очень получается, but if I gave this lecture in China но если бы я читала эту лекцию в Китае to Chinese economists, китайским экономистам, they would all say, yes, we understand. они бы сказали, да, мы понимаем. We're down here on this line. Мы здесь, на этой линии, We really want to be up here on this line. и хотим быть на точке выше, готовой продукции. Ukraine is a large producer of raw materials, Украина – это производитель сырьевой продукции. but I think Ukraine has a wonderful opportunity. Я думаю, что у Украины есть замечательные возможности, перспективы A significant advantage over China. и преимущества перед Китаем. The machine that produces innovation, machine that produces Производство Производство инноваций is the human brain. – это люди, это человеческий ум. We can use computers to help, Мы можем использовать компьютеры для помощи, but computers never have good ideas. но у компьютеров никогда не бывает хороших идей. And the way in which you improve a human brain То, как вы улучшаете человеческий мозг and make it more capable of good и ideas делаете его более творческим для новых идей, is through education. это только через образование. And Ukraine has an extremely strong education sector. И в Украине очень развит сектор образования. The number of people in Ukraine who receive diplomas Количество людей, украинцев, которые получают диплом from a university университета, is higher than the United States выше, чем в Соединенных Штатах. and higher than most of Western Europe. И также выше, чем в большинстве стран Западной Европы. So I don't think your government did this on purpose, Я не думаю, что это правительство делает специально, but they've been making an excellent investment in human capital. но они вкладывают довольно приличный капитал в человеческие ресурсы. So I think the production of raw materials Я думаю, производство сырья will become a smaller and smaller part of the Ukrainian economy. будет становиться все меньше и меньше частью экономики Украины. And I think you will begin to produce more and more innovations. Я думаю, что вы будете производить все более и более, больше и больше инноваций. So I understand that Ukraine is a difficult place to launch a new business. Я знаю, что Украина – это место, где не просто начать бизнес. And it can be difficult to protect intellectual property. И очень будет трудно защитить интеллектуальную собственность. That's actually true of many countries. Это также касается и большинства других стран. However, I think Ukraine is better positioned than many countries Но я думаю, что Украина находится на выигрышной позиции по сравнению с другими странами. to take advantage of this market for innovation. Из-за преимущества именно рынка инноваций. You have a nation of very smart people У вас нация очень умных людей, with lots of education. люди образованные. And in the 21st century, И в 21 столетии
I think that would be the most valuable asset any nation has. Я думаю, что это будет цениться больше всего. If we look at very long-term trends, Если мы посмотрим на течение времени, the competitiveness of nations, конкурентоспособность стран, as measured by the World Economic Forum, the World Economic Forum is an organization that measures competitiveness. Мировая экономика регулирует конкурентоспособность стран. Are you familiar with the World Economic Forum? Вы знакомы с термином экономическая Davos? Виды мировой экономики. Davos. World Economic Forum. Давос. Stop. As your president was there this year. I wasn't there, Я там не был, but I saw him on television. но я видела по телевизору. You look good. Он хорошо выглядит. But the World Economic Forum measures the competitiveness of nations. Международный экономический форум Давос каждый год и определяет основные направления стратегии развития мировой экономики. Поэтому Грег на него... Да, я не экономист, просто хочу. And if you look at their long-term projections for competitiveness, А если вы посмотрите на эти линии, на которых я изобразил конкурентоспособность, for most of the countries in the entire world, для большинства стран всего мира, the competitiveness is converging. Конкурентоспособность является конвергентной. And what this means, Что это значит? it's becoming less and less important where your business is located. Становится все менее и менее важным тот факт, где располагается ваш бизнес. At one time, a business could gain great advantages if they were located in a certain country. Иногда бизнес получает большие преимущества, если он находится в той или иной стране. A business located in the United States might be more competitive than a business located in Ukraine. Например, если бизнес находится в США, он может быть более конкурентоспособным, чем тот, который находится в Украине. But that difference is becoming less and less important. Но эта разница становится все менее и менее важной. And as this convergence continues, И эта конвергенция продолжается. the real competition in the world is not between nations. Настоящая конкуренция в мире – это не между странами. The real competition is between individual companies. Настоящая конкуренция – это конкуренция случается между компаниями. It becomes less important whether you're located in the United States or Ukraine. И становится все менее важно, находится ли компания в США или в Украине. And more important, your ability to generate new innovation. И более важным становится генерация инноваций. So I think this is good news for Ukraine. Я думаю, что для Украины это хорошие новости. I think it means that Ukrainian businesses Я думаю, что бизнес в Украине in the 21st century в 21 столетии will have the opportunity to be very competitive in the world market. Будет конкурентоспособным на мировом рынке. The world is filled with money. Мир наполнен деньгами. We have far more money У нас больше денег, than we want to spend. чем мы хотим потратить. I know sometimes
We wish we might have more money to spend, Я знаю, что иногда хочется иметь больше денег, but in a lot of nations, people save their money. но во многих странах люди собирают деньги, откладывают деньги. For example, China, Например, Китай. because they have very weak social systems. Так как в Китае очень слабые социальные системы, So when you retire, когда вы уходите на пенсию, you have to have a lot of money to live on. вам нужно иметь много денег, чтобы прожить на них. Either that, or you have to have a lot of children to take care of you. Если, конечно, у вас нет много детей, которые о вас будут заботиться. In the United States and Ukraine, В Соединенных Штатах и Украине, I think if you have a lot of children, я думаю, если у вас много детей, you're not going to have a lot of money. это не значит, что у вас много денег. But in places like China, where they have to save large amounts of money for their retirement, Но в таких странах, как Китай, где нужно много денег на пенсию, they have to decide what to do with all of that money. они должны решать, что делать с этими всеми деньгами. And so it goes into banks, Деньги хранятся в банках, and the banks have to invest this money to make a profit. и банки должны вкладывать эти деньги так, чтобы получать прибыль. In many cases, there are few good investments inside China. В некоторых случаях это и инвестиции внутри Китая. So those banks look for investment opportunities in the rest of the world. И банки ищут возможность вкладывать эти деньги в других странах. And the same thing happens with businesses. То же самое происходит и с бизнесом. American corporations have enormous amounts of money. В Соединенных Штатах большое количество денег. Американские корпорации имеют большое количество денег. And they don't want to bring it back to the United States. И они не хотят, чтобы они оставались в Соединенных Штатах, Because they'll have to pay tax on it. потому что придется платить налог. So they leave it internationally. И поэтому они стараются рассредоточить их в других странах. All of this money Все эти деньги moves around the world freely, перемещаются по миру. looking for investment. И до тех пор, пока они найдут сферу вложения. It's like a giant pool of water. Это так, как большой шар воды. And water always tries to flow downhill. Water tries to down. И вода постоянно пытается найти выход. All of this money tries to move toward good investment. И все эти деньги ищут удачного вложения. And there's a whole industry of people who manage this money. И существует целая индустрия, которая занимается вложением денег. If any of you really like international finance, Если let me make it a question. How many of you like international finance? Скольким из вас нравятся международные финансовые финансы? Дисциплина имеется, деньги. How many? Few. Всем нравится. Okay, I think three, 4 men. Студенты задумали, 5, 2 такая women. дисциплина. Провокационный вопрос. Не было, скажешь, нравится, скажу, не знаю, что лучше. Было, скажешь, не нравится, преподаватель. I thought it was interesting, the first 2 men who raised their hand, Я думаю, что действительно было интересно для первых двух парней, которые подняли руку wearing ties, с галстуками. you just looked like international bankers. Вы выглядите действительно как международные банкиры. I'm glad a few of you are interested in this discipline. Я рад, что вам нравится эта дисциплина. We need more people. Нам нужно больше людей. There are more and more jobs for people to manage that giant pool of money. И нужно все больше и больше ресурсов, которые бы управляли таким количеством денег.
Sometimes they are experts in a single country. Иногда это экспорт в отдельную страну. But the most successful are experts in the global economy. Но самым удачным является экспорт в глобальную экономику. And so I think this would be a very good job for many of you. Я думаю, что это была бы хорошая работа для многих из вас. Речь идет об экспертах, ребята. Ой, извините. Речь идет об экспертах мировой экономики, которые сейчас, это вот аналитики, я хотела сказать, то, что наша специальность эконом-теория, это экономисты-аналитики, их очень мало готовят в мире. Это очень ценные специалисты, потому что они действительно принимают решения об эффективном вложении всех видов ресурсов. Для этого надо особый склад ума. So, pay attention in your finance classes. Обратите внимание, пожалуйста, на предмет финансов. Because those jobs have very good salaries. Потому что эта работа награждается достойной зарплатой. And you can work from anywhere in the world. И вы можете работать везде, в любой стране. At one time, most investments in the world were managed in two places. Most investments in the world were managed in two places. И большинство инвестиций находится в двух местах. Wall Street in New York. Уолл-стрит в Нью-Йорке. In the city of London. И Лондон. In London, when we say the city of London, we actually mean a little place in the middle of the city of London. Центр Лондона. So, if you're British and you work in the financial business, Если вы британец и работаете в сфере финансов, you just say, I work in the city. вы просто говорите, я работаю в Сити. And everybody knows that you're a banker. И все знают, что вы банкир. Anyway, it used to be Wall Street and London. В любом случае и Уолл-стрит, и Лондон, And then Dubai. и Дубай. And now all over the world we're seeing financial centers develop. И везде по всему миру развиваются финансовые центры. Because if you have a computer Если у вас есть компьютер and a connection to the internet, и связь с интернетом, you can move billions of dollars around the world. вы можете перемещать миллиарды долларов по миру. Even if you're sitting in Coffee Life Даже если вы сидите в кафе in Kiev. в Киеве. So I always wonder when I go into a coffee shop in Ukraine Мне всегда удивительно, когда я иду в кофейню в Украине, with Wi-Fi, там где есть Wi-Fi, and everybody has a laptop, и у всех есть ноутбук. and I think he's sending an email to his girlfriend, Я думаю о том, что он, наверное, пишет имейл девушке. and he's probably he's applying to a university. А он, возможно, заполняет форму университет. He's looking for a girlfriend, Он ищет девушку, but she, over there in the corner, а она там в уголке. she's moving billions of dollars in international currency now. Перемещает миллиарды долларов. So this is what's happening in global competitiveness. Это то, что происходит в глобальной конкуренции. Total global trade continues to increase. Глобальная торговля продолжает увеличиваться. Global trade dropped during the recession. Во время рецессии наблюдался спад мировой торговли. But trade has recovered much more quickly Но торговля имеет способность восстанавливаться быстро. than individual national economies. В большей степени восстанавливаться быстрее, чем экономика отдельных стран. The businesses who were engaged in international trade Компании, которые были вовлечены в международную торговлю, were the first to recover from the crisis. были первыми, которые вышли из состояния кризиса. Nations with large amounts of trade Страны с большим товарооборотом have recovered from the crisis faster than nations with only a little trade. Вышли из кризиса намного быстрее, чем те, у которых слабо была развита торговля. So the last topic is debt.
Последняя тема сегодня – это долг. One thing that we learned from the crisis То, что, чему нас научил кризис, was that Western industrial nations, это то, что западные развитые страны, like the United States, такие как США, have too much debt. имеют очень большой долг. And our governments are all trying to reduce that debt now. И правительство пытается снизить сейчас этот долг. In the United States, our government promises all the time to reduce the debt. В Соединенных Штатах правительство все время обещает снизить этот долг. They almost never really do it. И они практически никогда этого не делают. Most of the promises come just before the election. Большинство обещаний имеют место перед выборами. I think it's probably the same in Ukraine. Я думаю, что то же самое и в Украине происходит. So, but this time I think they're serious. Но в этот раз я думаю, что они серьезно взялись за проблему. The United States, I know, has become very serious about reducing our debt. И Соединенные Штаты сейчас обеспокоены тем, чтобы уменьшить долг. There are different approaches to reducing debt. Они ищут различные подходы к этому. Some people like austerity, to quit spending. Некоторые предлагают уменьшить затраты, Raise taxes, поднять налоги, spend less money, тратить меньше денег pay off that debt. и оплатить этот долг. This works. Это работает, It's no fun. это не шутка. It can be very painful. Но это может быть очень больно. The other way is to reduce taxes, Другой способ – это уменьшить налоги, lower interest rates, увеличить доход. so businesses can grow quickly. Увеличить процент вклада. And the theory is to grow the economy rapidly. И это очень сильно разовьет экономику. So I can raise more money from a big economy. Я могу поднять больше денег из развитой экономики, With a very small tax rate, имея очень маленький налог, than from a small economy with a big tax rate. чем, например, плохо развитая экономика с большими налогами. Americans like the second approach. Американцам больше нравится второй подход. We're optimists, Мы оптимисты, and so we're convinced that we can make our economy grow. и мы убеждены, что наша экономика разовьется. And so we all invest in the future. Мы все делаем инвестиции в будущее. We spend a lot of money now, Сейчас тратим очень много денег. which creates a lot of demand for products, Это создает большой спрос. which creates a lot of jobs for people to make those products, Это также создает большое количество рабочих мест. and the economy grows quickly. И экономика быстро растет. If you're a pessimist, Если вы пессимист, then you don't invest in the future. вы не вкладываете в будущее, You pay very high taxes today платите высокие налоги сегодня, because you're convinced that the economy won't grow. потому что вы убеждены, что ваша экономика не будет расти. Since everyone is paying high taxes, Так как все платят высокие налоги, they don't have much money, у них нет много денег, so they don't spend money, и они не тратят их, so they don't create a lot of jobs. не создаются рабочие места. And it turns out they were right as well. It turns out that they were right. They got what they expected. И поэтому они получают то, чего хотят, чего что заслуживают. There's a principle in economics that says you tend to get what you expect. Это принцип в экономике, получать то, что вы планируете, то, что ожидаете. So I would encourage you to be optimistic, Я хочу, чтобы вы были оптимистами, but I would also encourage you to understand that the rest of the world is trying to reduce debt right now.
И я также хочу, чтобы вы знали, что сейчас мир пытается уменьшить внешние долги. As large industrial nations reduce their debt, Так как развитые страны уменьшают их долг, that frees up more capital, это замораживает больше капитала, capital that was being used to finance that government, который использовался для финансирования этой страны. and it goes back into that giant pool of money. И этот капитал переходит в глобальный And it starts looking for new investment opportunities. и начинает искать новую сферу вложений. So I think the things that you can expect when you get your diploma То, что вы можете ожидать, когда вы получите свои дипломы in a global economy, в глобальной экономике, less profit in the production of raw materials, меньше прибыли от производства сырья, more profit in the production of innovations, больше прибыли от производства инноваций, larger and larger amounts of capital большой капитал, that's seeking a global investment, который будет искать сферу вложения, a world filled with freely floating currencies, в мире будет много варьирующейся валюты and ever-expanding levels of trade. и возрастающий уровень торговли. All of that capital looking for investments Капитал, который будет искать вложения, is quite happy to look at Ukraine. будет в Украине. Right now, because of the circumstances with the war, Из-за обстоятельств, которые сейчас из-за войны, and the rapid changes that are happening in Ukraine, и резкие перемены, которые сейчас имеют место в Украине, capital markets have been afraid to invest. не дают капиталу, инвестиционному капиталу существовать на Украине. A lot of money has flowed out of Ukraine. Много денег утекает из Украины. Some of that was foreign investment, Некоторые из них это зарубежные вложения, but a lot of it was investment owned by Ukrainians. и многие деньги также, которые были собственностью украинцев. If anybody has decided to save their money in euros Если кто-то решил собирать деньги в евро or dollars, или долларах, and because you're afraid of what might happen with the hryvnia, потому что вы боитесь, что что-то может случиться с гривной, then you have been moving your money out of your country. тогда лучше You've been moving your money out. лучше выводить деньги из страны. Even if it's still in a jar, money in a jar, under your bed, Даже если вы храните ваши деньги в банке под кроватью, if the jar is filled with dollars, если эта банка наполнена долларами, then you've taken that money out of the Ukrainian economy. тогда ваши деньги существуют вне украинской экономики. Now, if you take some of those dollars Если вы возьмете эти доллары and you convert them to hryvnia, и поменяете их на гривны, so you can buy something, вы можете что-то купить. then you put the money back into the Ukrainian economy. Тогда вы возвращаете эти деньги в украинскую экономику снова. I've met some Ukrainians who are angry with foreign investors. Я встречала украинцев, которые недовольны иностранными вложениями, For having pulled all their money out of the country. Pulled investors pulled their money out. что эти инвесторы забирают деньги из Украины. But as far as I can tell, most of the money that's left the country has been Ukrainian money. Многие деньги, которые вкладываются в Украине, это именно украинские деньги. And this is because a lot of people in Ukraine Это потому что много людей seem to be good economists. кажутся хорошими экономистами. And they understand that their money will be safer outside of Ukraine. И они понимают, что их деньгам будет безопаснее вне Украины. The only thing in global finance, the only thing that's more important than fear
То, что важно в глобальных финансах, is greed. это жадность. And fear has Это очень driven странно. a lot of investment out of Ukraine, Боязнь выводить деньги из Украины. but the greed is still there. There's still greed in the world. And that's going to push investment back into Ukraine. Существует боязнь вкладывать деньги в Украину, но существует также и жадность, которая не позволяет выводить эти деньги из Украины. Once people become more comfortable with the risks, Как только люди привыкнут к рискам, then that money can flow back into Ukraine very, very rapidly. тогда очень быстро деньги появятся в Украине. That person sitting in Coffee Life with her laptop, И человек, который будет сидеть с ноутбуком в кофейне, she can move $1 billion into Ukraine with just a может few перевести keystrokes. миллиард в Украину. When that happens, the hryvnia strengthens rapidly. Когда это случится, курс гривны возрастет. So your currency is going to remain volatile. Курс вашей валюты сейчас нестабилен. All currencies in the world are volatile. И что происходит и со всеми валютами в мире. Some are more volatile than others, Некоторые более нестабильны, чем другие. but every currency, including the dollar Но каждая валюта учитывает курс доллара and the euro, и евро. have periods of volatility where they move up and down. И евро также имеет, бывает нестабильным. So I've talked to Ukrainians who want to see the hryvnia returned to a fixed rate against the dollar. Я говорил с украинцами, которые хотели бы, чтобы гривна была стабильна по отношению к доллару. Because it's convenient Потому что это удобно and it's not as frightening. и не страшно. I want to know what my money will be worth next month. Я всегда хочу знать, что мои деньги будут стоить в следующем месяце. Most of the world, though, has no idea what their money will be worth next month. В большинстве стран мира никто не знает, что случится в следующем месяце, какую ценность будут иметь деньги. And so I think this is really a very normal thing. Думаю, это нормально. Ukrainians will get used to it. Украинцы к этому привыкли. More money will flow into Ukraine. И к этому привыкнут, и больше денег будет инвестироваться в Украину. I think the currency will stabilize, Я думаю, что валюта стабилизируется, but it's always going to move a little bit. It's always going to move a little. но всегда будет немножко варьироваться. I think there will be more opportunities to produce businesses Я думаю, что будет больше возможностей начать бизнес and to attract investment и привлечь инвесторов. into companies operating inside Ukraine. И компании, которые функционируют вне Украины. And that will create more jobs for you. Это создаст больше рабочих мест для вас. And some of you will become international financiers. И некоторые из вас станут международными финансистами. And I'll see you in Coffee Life with your laptop. Я увижу вас в Coffee Life с вашим ноутбуком. So, what questions do you have? Вопросы у вас какие? Matrosa. У них есть вопросы, они просто осмысливают. Давайте я начну тогда. Пока. Грег, первая страну, о которой начал говорить относительно темы глобализации, это была Греция. Переведите по кусочку. Когда мы сейчас обсуждали на конференциях, на форумах именно греческую ситуацию, очень многие представители греческой науки говорят, что на самом деле предпринимательство в Греции развито так хорошо, что им как бы кризис не страшно, что кризис он больше политический, надуманный.
наши оливковые деревья, и пока они у нас есть, все хорошо. Я сейчас хочу просто провести аналогию с Украиной, потому что многие кризисные моменты у нас все-таки больше политические, нежели чисто экономические. Мой вопрос, Грегорі. В Америке политические моменты влияют, это уже как бы для студентов с точки зрения познавательной. В Соединенных Штатах политические вопросы очень постоянно влияют на экономику или экономика первична? Что первично, политика или экономика? Interesting question. I'll give you the economist's answer. I think the American economy tends to shape our politics, to influence our politics, more than our politics influences our economy. No one ever gets elected to public office. No one ever becomes a politician. By telling the American people that he will make them poorer with fewer economic opportunities. And money is able to influence politics. And so politicians have learned that they need to do their best to make America prosperous. Политики уяснили, что они должны прилагать все усилия, чтобы сделать Америку процветающей. Sometimes something happens that's so important that it becomes more important than economics. Иногда происходят события в жизни страны, которые более важны, чем экономика. A war, for example. Например, война. Something that causes everyone to focus on this thing. Это то, что заставляет каждого сосредоточиться именно на этой сфере, этом событии. But very quickly we return to economics. Но очень быстро все возвращаются к экономике. Because even if you're facing a war, даже если случается война, an outbreak of disease, some terrible, like an epidemic, какие-то эпидемии, болезни, some terrible thing in your country, ужасные вещи в вашей стране, it's easier to face всегда легче встречать эти проблемы, if you are richer. Если вы богаче. So we very quickly start thinking about money again. И очень быстро все начинают думать о деньгах. So politicians have learned that they need to run the economy well. И политики привыкли к тому, что они должны управлять экономикой очень хорошо. Years ago, I was on an airplane. Несколько лет назад я был в самолете. And I sat beside a Ukrainian businessman. И возле меня был украинский бизнесмен. And he operated in London. Он работал в Лондоне. And had offices in the United States. У него были офисы в Соединенных Штатах. And he ran a shipping business. У него была судоводительская компания. And he knew about Kherson. И он знал о Херсоне. Because of the shipping construction here. Из-за кораблестроения здесь. And he told me the thing he liked most about the American economy. И он мне сказал то, что ему больше всего нравится в американской экономике. Was the fact that it just keeps going. Это то, что она продолжает развиваться. Government has some influence over the economy. Правительство имеет влияние на экономику. But our government doesn't control the economy.
но не контролирует ее. Adam Smith controls the American economy. Адам Смит контролирует американскую экономику. And most of the money in the world, or most of the money in America, Большинство денег в Америке does not belong to the government. не принадлежит правительству, It belongs to individuals, принадлежит отдельным людям, and we do anything we want to with it. и они делают с ними что хотят. So our president has been angry with American corporations Президент недоволен американскими корпорациями, because they're beginning to locate their headquarters in other countries. Так как они размещаются и в других странах. Because America has a really high tax on businesses. Потому что в Америке очень большой налог бизнеса. And so he's been telling all our business leaders that it's unpatriotic. И он говорит лидерам, он говорит владельцам этого бизнеса, что это не патриотично. And that as an American company, they have a responsibility to pay American taxes. Так, будучи американскими компаниями, они должны платить налоги Америки. And American corporations have been responding to our president. И американские корпорации отвечают президенту. And they just say no. Говорят нет. Sorry. If you want us to locate in the United States and pay American taxes, если вы хотите, чтобы мы оставались в Америке и платили налоги Америки, then lower the taxes. тогда уменьшите налоги. And I think that's a very typical American response. Я думаю, что это типичный американский ответ. Are there other questions? Экономика первична. Политика, как только в стране начинает экономика преобладать, то есть быть первичной, сразу начинаются процессы экономического развития. Америка. Почему они говорят Адам Смит? Почему они не говорят Кейнс, например, тоже американец? Правильно? Но Кейнс вел вопросы государственного регулирования экономики, и они об этом все время умалчивают, потому что они все время говорят, рынок должен развиваться на основе конкуренции, своего рыночного механизма. Поэтому Смит у них главный, хотя родился намного раньше Кейнса. As you said, many international companies pay taxes where they are cheaper. And you also told that international investments will improve Ukrainian economy. But they enter our country, pay low salaries because salaries are lowest in the other companies. And then when they get profit, they pay taxes also not in Ukraine. How it can help Ukraine if they give us the same salaries as the Ukrainian company and they don't pay our taxes? So, I think. He's asking how someone same salary. Вопрос был относительно того, насколько будет выгодно Украине, если иностранные компании будут платить такие же низкие налоги и зарплаты украинцам. I think any company operating in Ukraine Я думаю, что компании, которые функционируют в Украине, has to pay Ukrainian taxes. Должны платить украинские налоги. One of the most common concerns I hear from international companies Самое большое беспокойство международных компаний is the difficulty in understanding how much tax you owe. Это трудность понимания того, какой должен быть налог. You can hire accountants. You can hire an accountant in Ukraine. Вы можете делать бухгалтерию черную. And this person will tell you how much he thinks you owe in tax. И вам могут говорить, сколько вы должны заплатить. And then a year later, 1 year later, Через год
people with ski masks on Люди в масках push down your door, выйдут вам в дверь, tell you that you owe taxes, скажут, что вы не платите налоги, take all of your books and your computers, заберут у вас все документы и компьютеры, and your accountant just says, и бухгалтер не знает, что делать. I thought I knew. The Ukrainian tax system is complex. Украинское налогообложение очень сложное. I think most international companies are accustomed to paying taxes everywhere they go. Я думаю, что другие международные компании привыкли платить налоги в любой стране. There is not a country in the world that doesn't charge taxes on business. Нет таких стран в мире, которые бы не облагали налогом международные компании. And I think even the United States will lower business tax rates. Я думаю, что даже в Соединенных Штатах налог будет ниже. Because they're discovering that if they don't, businesses will leave our country. Потому что они знают, что если налог будет высоким, то бизнес не будет существовать в их стране. But if I'm a foreign company that comes to Ukraine, Но если я международная компания, которая существует здесь, в Украине, I want to pay as little tax as possible. я хочу платить как можно меньше налогов. But I don't want to go to jail. Но я не хочу попасть в I тюрьму. don't want legal problems. Я не хочу иметь проблемы с законом. So I'll pay the taxes that I think I have to pay. Я буду платить налоги, которые я думаю, я должен платить. I'll pay my workers the standard wage. Я буду платить сотрудникам сколько нужно. And as more companies come, И чем больше компаний здесь, and we compete for those workers, и мы конкурируем за этих рабочих, that pushes up their wages. это поднимает им зарплаты. Again, Adam Smith. И снова Адам Смит. So the arrival of one foreign company Прибытие одной международной компании will have very little impact on the Ukrainian economy. вряд ли будет влиять на украинскую экономику. But the arrival of many companies Но существование многих международных компаний will generate more tax revenue for your government, будет больше генерировать в сфере налогообложения and will cause salaries to rise. и зарплаты возрастут. Investors, while they're greedy, Инвесторы жадные, but they're also they're cowards. но они также и боятся They're very afraid. того. So when one investor who's a little bit braver than the others И один из инвесторов, который будет более смелым, чем другие, when that investor makes an investment in Ukraine, и сделает инвестиции в Украину, the others kind of look, другие посмотрят, he's doing it. он это делает. It must not be as dangerous as I thought. Это должно быть не так опасно, как я думал. And then more investors come in. И больше инвесторов придут сюда. Sometimes managing investments, Иногда управление инвестициями it's like herding sheep, moving a herd of sheep. это как вести стадо. Извините, стадо. So I think once a process like that starts, it tends to grow. Когда процесс начался, то его уже не остановить. Other questions? Recently, Latvia became use euros, and I want to ask you what could happen with their economy and which risks they could face. Недавно Латвия начала использовать евро, и вопрос в том, с какими сложностями может столкнуться Латвия, и что может ее ожидать.
Good question. Хороший вопрос. There's very little immediate effect. Very little effect. Сейчас это не окажет никакого эффекта, влияния. Because the Latvian currency was fixed to the euro for several years. Потому что валюта Латвии была связана с евро стабильно несколько лет. But now that they've adopted the euro, И они адаптировали ее к евро. they face the risk Они рисковали, that the European Central Bank что Европейский центральный банк will develop policies будет вести политику, for the euro. They'll develop currency policies ведет новую валютную политику, that are good for Germany которая будет хорошая для Германии and bad for Latvia. и невыгодная для Латвии. And Latvia, because they're now using the euro, И Латвия, так как они используют евро сейчас в Латвии, they'll have no choice but to accept those policies им ничего не остается, как принять эту валютную политику, because their economy is very small. так как их экономика очень маленькая. They have very little influence with the central bank. Они не влияют на Центральный Европейский банк. So, and that's always the risk that you face when you share a currency with a different economy. Всегда существует риск, когда вы разделяете валюту с другими странами. I think there are 3 million people in Latvia. Я думаю, что в Латвии проживает 3 миллиона людей. There are more people on the highway in Germany on any given day. И в Германии даже больше людей на скоростной трассе каждый день. So Latvia is never going to have strong influence with the European Central Bank. Латвия никогда не будет иметь большого влияния на Центральный Европейский банк. Maybe one more question? Виталий Николаевич. For this possibility, I'm very glad to see you again, and I would like to ask you some question. As you know, we have two kinds of investment: direct investment and venture investment. Yes. The question is, what impact is more influence from direct investment or for venture investment for economic growth? Okay. Есть два вида инвестиций: прямые инвестиции и иностранные инвестиции. И какое влияние какие из них оказывают больше влияния? They have very similar effects on the economy. Они одинаково влияют на экономику. The difference is usually in the timing. Прямые инвестиции и портфельные. Я просто не знаю, Прямые и портфельные. Какие больше влияют? Правильно это? So, portfolio investment, financial investment, is very, very rapid. Портфельные инвестиции, они очень быстрые. That young woman in Coffee Life who's moving billions of dollars in and out of Ukraine. Это женщина, которая перемещает миллиарды долларов в кофейне. She is managing portfolio investment. Она управляет портфельными инвестициями. In America, this is sometimes called hot money. В Америке это иногда называется. It moves very, very quickly. Они очень быстро. So when that money flows in, it's very, very good at stabilizing the hryvnia Когда деньги вливаются, это очень хорошо для стабилизирования гривны and raising the value of the hryvnia. и для поднятия курса гривны. It also has very positive effects on the banking system. И также это имеет позитивное влияние на банковскую систему.
The problem with portfolio investment is that it leaves as quickly as it comes. И проблема только в том, что портфельные инвестиции также быстро выходят из страны, как и заходят. And so you want some direct investment as well. Также нужны и прямые инвестиции. And foreign direct investment. Иностранные прямые инвестиции. You come to Ukraine and you set up a business. Приходят в Украину и устанавливают компанию, бизнес. That has a much stronger impact on labor conditions in Ukraine and salaries. И сильно влияет также на рынок труда и условия труда. It's also very hard to get that money back out of the country quickly. И очень трудно вывести эти деньги из Украины. If you have a factory, если у вас фабрика, and chains of stores, или сети магазинов, you can't just load them in a ship and take them someplace else. Вы не можете просто погрузить это все на корабль и куда-то привезти. So those two forms of investment actually work together to strengthen an economy. Обычно эти две формы инвестиций работают вместе, чтобы стабилизировать экономику. In the long term, direct investment is more important than portfolio investment. В долгосрочном отношении прямые инвестиции более важны, чем Thank you. Спасибо большое. Еще вопрос, ребята, есть? Ну, может быть, что-нибудь такое о студенческой жизни вам интересно? Нет, интересно? К нам приезжали студенты американские. You don't have to ask me anything about economics if you don't want to. Они думают, они размышляют. Ну что, тогда разрешите мне поблагодарить Грега за то, что он нашел возможность встретиться с нашими студентами, преподавателями, сотрудниками, задуматься над какими-то вопросами, которые, возможно, до этого и не были поставлены студентам. Подумать о том, как в кофе-шопе зарабатывать миллионы, при этом не забывая ходить на пары, на занятия. Поэтому, Грег, спасибо огромное. Мы хотим вам подарить наш традиционный наборчик, чтобы ты нас помнил и приезжал к нам почаще. I will never forget their Никогда не забуду Херсонский университет. I have so many wonderful friends here. Здесь так много прекрасных моих друзей. I will say one thing. Еще я скажу. Ever since the events on the Maidan, События на Майдане. Ukraine has been in the news in the United States almost every day. Повлияли на то, что Украина постоянно в новостях в Америке. And Americans who weren't quite sure where Ukraine was on the map Раньше американцы не все знали, где находится Украина на карте. now know that the Ukrainians are brave people Теперь они знают, что украинцы это смелая нация who love freedom the way Americans love freedom. и любят свободу так же, как и американцы любят свою. I have never been prouder of the Ukrainian people. Я еще никогда не был более горд за украинцев. I wish you good luck in the future. Я желаю вам удачи в будущем. I am an optimist, Я оптимист, and I believe that you have a bright future. и я уверен, что у вас блестящее будущее. Slava Ukraini.